Всем привет! Сегодня хотел бы вам показать свою баню. Баню это построил сам за 120 тысяч. К чему я там говорю цену? То есть была альтернатива купить за 140 то, что продают мобильные бани. Но так как я многие посмотрел, съездил, посмотрел, как строят, эта мысль сразу отпала. За такие деньги покупать такое я как бы не решился. Вот хочу вам показать свою небольшую баню. Баня 2,5 на 3. Почему такая? Потому что баня дачная. Сидеть там никто не должен, пить пиво, как говорится. Для этого есть домик. У меня есть веранда. И баня будет топиться круглый год. То есть зима, лето. И чтобы не топить ее часа 3-4, как делают большие бани, вот такой был выбран размер. Строила я ее 2 месяца, один, по выходным. Это ленточный фундамент с полами, бетонными полами. То есть у меня сливной пол, утепленный. И всем, кто хочет построить такую баньку, рекомендую. Львиная доля этой бани занимает цена печь с ее фурнитурой. Очень теплая, очень хорошая, очень комфортная. Сегодня я ее затоплю и покажу, за сколько она топится зимой. Сейчас я вам просто покажу небольшой обзор. Баня каркасная. Вот у меня скважина, про которую было видео. Ленточный фундамент. Тут у меня небольшая патия, чтобы можно было выходить, пиво пить. Душ, ополаскиваться. Летний вариант, правда. Вот такая у меня дверка. Все я делал сам. Дверь делал сам. Облицовку делал сам. Вот так заходим. Небольшая раздевалка. Вот такая у меня печь. Печь покупная, очень хорошая, очень теплая. Это еще не доделано, будет обделываться камнем. Это портал. Он у меня не из кирпича. Вот такая лавочка. Идет вагонка. В раздевалке идет простая вагонка из сосны. Противопожарные лампы идут. Вешалка. Вот такой карниз у меня. Вот еще одна лавочка. Пуфик. Вешалка. Дверь. Это уже идет липа. Покупная. Электричество я делал тоже все сам. Полностью. Полы здесь тоже. Здесь просто доски. Они снимаются. Там залит полностью бетон. Под бетон и пенополистирол. Это, конечно, не сильно создает тепло, но и не промерзание. Вот так у меня выглядит банька. Здесь идет заливной пол бетонный. Идет слив. Слив идет наружу. Там закопана пластиковая бочка 150-литровая. Я вам покажу. Сделана отдушина. Это идет кабель обогревающийся. Вот у меня розетка выведена специальная. Манометр. Здесь вот такая конструкция. Деревянные полы. Вот так он опускается у меня трап. Пол сосна. Специально делал, потому что там холодное место как бы. И он не будет смолой отдавать. Стены. Все сделано из липы. Вот так это все сделано. Маленькое окошко для продува. Безопасный фонарь. Вешалка, аксессуары. Вот такое небольшое место для парилки. Втроем спокойно можно сидеть. Очень комфортно, очень быстро нагревается. С тем, что продают за такие деньги, 140-150 тысяч, просто невозможно смотреть. Вот так вот все это выглядит. Стоит трап. Летом здесь стоит сетка. Кабель я вытаскиваю. И как бы все стекает, все хорошо. Полы. Бетонный такой подиум. Вот такая у меня печка большая. Чтобы долго не греть, бак водяной.
И вот так все это сделано. Это специальный материал для защиты дерева. Как говорится, здесь еще идет картон и еще идет фольга. То есть все это сделано с тем упором, чтобы было это все пожаробезопасно. Так, в принципе, правильно делать баню, чтобы вокруг печки у вас не было открытого дерева. То есть вот так. Переход наверх. Сегодня мы ее затопим. Я вам покажу время, сколько это занимает. Что это намного выгодней, намного лучше, чем покупать баню. Потому что то, что там продают, я посмотрел, это ужас. Зашел на одну мастерскую, мне разрешили пройти, посмотрел, с чего полы, там уже доски синие, уже с плесенью идут, и скат просто идет из рубероида. То есть я принял решение, что я лучше построю сам, хотя очень хотел купить и не заморачиваться. Львиная доля цены ушла именно на печь, камни и всю фурнитуру. Сегодня я вам покажу, как она топится. Вот так у меня печка, довольно-таки вместительная. И примерно летом у меня уходит где-то минут 40 до 60 градусов, а зимой чуть подольше. Все, мы с вами с этим все посмотрим. В следующем видео я вам полностью покажу, как я делал эту баню. Каркас, фундамент и все остальное. И приложу смету.